Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Лев. Давайте посмотрим, что ожидает львов на следующей неделе, а именно неделя с 22 по 28 июня. Напомню вам, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал. Не забудьте это сделать, те, кто еще не подписан. Также поставьте лайк или сообщение под этим видео, кому этот расклад интересен, с кем он совпадает, с кем он резонирует. Кроме того, в сообщении, закрепленном под этим видео, я оставлю условия акции касательно нумерологического разбора даты рождения. Я их сейчас провожу раз в неделю, думаю, если будет время, каждую неделю, может быть, даже каждую неделю, с тем, чтобы, возможно, каким-то образом показать вам еще такой вариант, возможно, разбора, да, соответственно, с помощью карт Таро, что еще можно с ними делать. Итак, давайте посмотрим. Мы сегодня делаем расклад на двух колодах. Соответственно, первая колода основная, вторая колода дополнительная, которую вы сейчас увидите. И расклад для львов. Неделя для львов с 22 по 28 июня. Что наших львов будет ожидать в этот отрезок времени? Львы. Итак. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Первая карта, которая у вас есть, это карта колесница, карта движения вперед, карта какого-то прорыва, движения к вашей цели, возможно, какой-то поездки, потому что есть, соответственно, у вас здесь еще карта шута. Карта шута — это, как знаете, с котомкой за плечами отправиться в дорогу, потому что шут — это начало пути. Шут — это нулевая карта, нулевой аркан, то есть он говорит о самом-самом начале, первом шаге, который вы делаете в каком-то для вас новом начинании, новом деле, соответственно, по шуту, так называемый путь дурака, который начинается с карты шут и идет до карты мир, соответственно. Карта мир у вас, кстати, тоже здесь есть. То есть вот этот вот цикл, который здесь начинается в каком-то деле или в каком-то вопросе, вы здесь делаете, возможно, первый шаг, но он достаточно значимый. Это какой-то значимый рывок вперед к вашей цели, достижению цели. Правда, может быть поездка. Правда, может быть поездка, что-то связанное с передвижением на транспорте, какие-то вопросы, связанные с передвижением. Кстати, так как карта колесница — это карта знака Рак, возможно, у кого-то здесь встреча с человеком знака Рак, и по шуту это как новое начало, период новый в жизни этого человека, там день рождения. Допустим, вас приглашают на этот день рождения к такому человеку, у кого, возможно, есть кто-то из раков знакомый. Ну, давайте дальше посмотрим. Следующая карта — четверка кубков. У вас львы, она выпадает на вторник и показывает какую-то апатию, разочарование. Возможно, что-то не совсем так идет, как вам бы хотелось. И по пятерке мечей вы из-за этого испытываете вот такое вот, разочарование, опять-таки, из-за этой неудачи. То есть вы сожалеете о том, что не сложилось так, как вы бы хотели, и вы из-за этого испытываете апатию, обижаетесь на что-то, возможно. Да, то есть не совсем приятная для вас ситуация, но я не думаю, что здесь что-то такое трагичное. Прям просто нужно не зацикливаться на какой-то неудаче и видеть в ней перспективу хороших возможностей, которые даются вслед за ней. И не отчаиваться здесь, соответственно. Дальше карта правосудия, карта справедливости, карта весов. Для кого-то это общение с весами, для кого-то решение каких-то бумажных, юридических вопросов, для кого-то решение спорного вопроса, который здесь возникает, какого-то конфликтного, спорного, да, там, вопроса или какого-то разногласия, когда нужно объяснить свою точку зрения, вы доказываете ее, отстаиваете, вы
очень честно говорите окружающим, там, с кем вы общаетесь, собеседнику, свою точку зрения, доносите ее максимально. По правосудию, ну, давайте посмотрим, что здесь за справедливость такая должна у вас быть. Карта десятка кубков, это может касаться общения с кем-то из родственников, из вашей семьи, потому что это кубки, десятка, да, это семья, это все, что связано с родственниками. Также вы здесь можете по правосудию хотеть какого-то баланса и душевного спокойствия, которое должно бы быть в вашей семье. И, собственно, здесь даже если возникают какие-то разногласия, вы стараетесь их уладить, чтобы сохранить, опять-таки, равновесие и баланс. Возможно, у кого-то здесь карта как бракосочетание тоже может быть, как нового начала, которое узаконено юридически, то есть здесь может быть, правда, карта брака, то есть создание новой семьи. На других колодах, вот Таро 78 дверей, там даже изображена пара, которая выходит из ЗАГСа, то есть по сути это карта бракосочетания с правосудием, это оформление юридически этого события, поэтому правосудие как госучреждение. Может быть, правда, вы решаете какие-то вопросы в госучреждении. Может быть, вы здесь по правосудию имеете дело с человеком знака весы. Здесь кто-то из ваших родственников, возможно, знака весы, соответственно, здесь какие-то семейные вопросы решаются с этим человеком. Но в целом это, скорее всего, что-то, что хорошо завершается. Более того, следующая карта у вас идет карта мир. Это карта как такового успешного завершения, триумфального завершения какого-то вопроса и ощущение достижения важного, которое у вас есть вместе с двойкой кубков. Здесь также ощущение любви, переполненностью любовью. И хоть двойка кубков здесь называется любовь, это не влюбленная, но это двойка кубков, которая говорит о родстве души, ощущении, что вы единое целое с кем-то, что у вас мир, порядок и покой в отношениях, может быть, с вашей второй половинкой. Возможно, здесь мир и согласие с вашим другом или с вашим компаньоном, коллегой по работе. То есть двойка — это всегда парные какие-то отношения, да, это вы еще кто-то, это два человека, но это как родственная душа, человек, которому вы доверяете, который понимает вас на все 100%. Здесь может быть перемирие, если вы с кем-то были в ссоре. То есть в целом очень хорошая здесь карта. Для кого-то как рождение ребенка, кстати. Я понимаю, абсурдно, тут свадьба, тут рождение ребенка, но львов-то много, смотрит большое количество людей, поэтому я разные вам варианты говорю, соответственно, по этой карте, по такому сочетанию. Но в целом очень-очень хорошее сочетание в этот день. И шестерка пентаклей в пятницу, которая говорит о возможности здесь получать что-то, да, потому что вы отдаете много энергии, времени, своих ресурсов, соответственно, вы можете получить здесь хорошую отдачу от того, что вы отдаете другим людям. Здесь она называется материальный успех. Но правда, вы можете здесь что-то или покупать за деньги, или получать какие-то подарки, потому что вы их заслужили, допустим. То есть здесь какой-то есть обмен, вот, может быть, материальными вещами, может быть, нематериальными. Но в целом здесь достаточно хорошая карта такого вот человека, который что-то отдает, другой что-то получает. Желательно, чтобы этот обмен был равноценным, то есть одинаковым, обоюдным, да, таким двусторонним. Карта принца мечей здесь снова-таки делает акцент на воздушный знак зодиака, возможно, общение с весами, я уже о них говорила, близнецами или водолеями. И по принцу мечей здесь также может быть проявление какой-то порывистости или настойчивости вместе с шестеркой пентаклей в том, чтобы помочь во что бы то ни стало кому-то, допустим, либо с каким-то советом, возможно, кто-то вам дает совет, но вы, может быть, не совсем хотите его принимать или не совсем с ним согласны и воспринимаете его в штыки, то здесь может быть проявление какого-то противостояния, соответственно, да, когда здесь вот этот обмен совершается. Следующая карта пятерка пентаклей. Вот она говорит о нерешенном каком-то финансовом вопросе, либо ощущении переживания, тревоги за кого-то. Может быть, из-за опять-таки финансов и необходимость принимать решения, действовать по тузу жезлов. То есть какие-то перемены осуществлять, соответственно, и проявлять свою силу на полную в реализации какой-то важной для вас идеи. И вы здесь ее уже можете, соответственно, каким-то образом осуществлять. То есть вы решаете какие-то сложности, неприятности, которые здесь происходят. И следующая карта туза пентаклей.
туз единица, да, новое начинание, которое ведет к процветанию, ведет к независимости вашей, ощущению вашей финансовой стабильности и ощущению, что это ваше личное достижение, что-то очень ценное для вас, очень, очень важное. Здесь, правда, может быть важное начинание какое-то или какие-то вопросы, которые вы решаете здесь с крупными деньгами, какое-то вложение денег или какие-то вот важные, серьезные вопросы с этими деньгами. И вместе с картой сила, которая является вашей картой, львы, по силе, ощущение силы, власти, влияния, которые дают вам деньги, ощущение своей независимости, может быть, вас хвалят здесь, или вы кого-то хвалите за какие-то важные достижения здесь финансовые, потому что есть этот все-таки туз пентаклей, он говорит о деньгах. Да? Ну, в любом случае, очень хорошее сочетание здесь для вас по этим картам. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для львов на следующую неделю, неделю с 22 по 28 июня мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.